Привет, ребята! В этом выпуске я продолжу обсуждение возможных создателей загадочной затерянной цивилизации Сансиндуи, найденной в Китае. Сансиндуи – очень сложная культура бронзового века, которая вызывает споры из-за своих уникальных крупномасштабных артефактов, особенно из-за бронзовых масок, которые не выглядят китайскими. Чтобы добавить загадочности, власти держат в секрете результаты ДНК-тестов человеческих останков, хотя образцы ДНК были собраны несколько десятилетий назад. В моем предыдущем видео вы следили за моими рассуждениями в поиске настоящих создателей цивилизации Сансиндуи. В ходе моего расследования были исключены маловероятные кандидаты, и в конце концов мы отфильтровали самый разумный ответ. Предки Сансиндуи – это степная андроновская культура, найденная в Горном Алтае, в Сибири. Андроновская культура датируется 2200 годом до нашей эры, а Сансиндуи 2100-1200 годами до нашей эры. Андроновская культура расположена близко к Древнему Китаю и обладала передовыми знаниями в области изготовления бронзы до китайского бронзового века. Имела традицию изготовления масок из золотой фольги и подобного символа дерева жизни, а их люди также имели пирсинг ушей. Эта андроновская степная культура в Центральной Азии кажется многообещающей. Могли ли они быть создателями цивилизации Сансиндуи? Давайте продолжим расследование. Есть ли другие общие аспекты между алтайскими степными культурами и цивилизацией Сансиндуи, помимо рассуждений, которые я только что упомянула? Да, они действительно есть. Найти артефакты степных культур непросто, из-за их постоянной миграции по обширной равнине. Также бронзовые предметы можно было переплавлять и переделывать. С учетом имеющихся возможностей андроновская культура в области металлургии имела региональные успехи. Среди ученых почти все согласны с тем, что андроновская культура была индоиранской. И они добывали медную и оловянную руду в Горном Алтае. Еще одна степная культура, семинско-турбинская, использовала этот регион в качестве своей родины с 1700 по 23 год до нашей эры. Они также были мастерами-металлургами. Между этими двумя кочевыми культурами могут быть некоторые связи. Могилы семинско-турбинской культуры разбросаны по всей Северной Евразии, от Финляндии до Монголии и Кореи. Их фирменные бронзовые изделия – это красивые наконечники для копий, топоры и другие артефакты. Такое оружие и некоторые имитирующие его версии были найдены во многих местах Китая, в том числе в районе Сансиндуи, в бассейне Сычуань. Это указывает на то, что в эпоху бронзы между культурами Дальнего Востока и степными культурами Центральной Азии была развита торговля, а также другие взаимодействия. Бронза Сансиндуи отличается ярким и неповторимым стилем. Она удивительно схематична и абстрактна. Многие древние культуры предпочитали более реалистичный стиль, и их скульптуры более реалистичны. Здесь находятся древние артефакты месопотамцев, египтян, греков и римлян. Мы видим, насколько они отличаются от реликвий Сансиндуи. Разница между реалистичным и схематическим стилями немного напоминает сравнение живописи эпохи Возрождения с более поздними работами Пикассо. Интересно, что андроновцы и их последователи-скифы тоже предпочитали схематический стиль. И хотя артефакты Сансиндуи и степной культуры не совсем похожи, эти две культуры имеют схожий эстетический вкус, поскольку обе предпочитают схематический подход. В дизайне Сансиндуи можно увидеть множество животных, таких как птицы, бараны и рыбы. Скифы тоже прославились своим искусством изображения животных. Здесь я показываю несколько прекрасных примеров гениальной скифской продукции. Эти необычные золотые бляшки и замысловатые орнаменты просто потрясают. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на эти фигуры оленей. У них преувеличенные изогнутые или закрученные рога. Это художественное воплощение напоминает мне узорчатый нос на маске животного Сансиндуи. Похоже, что обе культуры в своих конструкциях использовали чрезмерно подчеркнутые черты. Говоря о масках животных, давайте рассмотрим маски лошадей, созданные скифской культурой Пазырык. У этих конских масок есть длинные декоративные рога или крылья. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Кажется, эти экстравагантные маски были созданы для особых случаев. Мне интересно, а идеи у мастеров Сансиндуи были такие же, когда на масках животных они делали выпуклые глаза? Наверное, для большего драматизма.
Бронзовые маски Сансинду были обнаружены в ямах вместе с тысячами слоновьих бивней, золотыми и нефритовыми артефактами и другими ценными предметами. Поскольку эти сокровища были сожжены и аккуратно закопаны слоями, ученые предположили, что они могли быть ритуальными подношениями. Поэтому бронзовые реликвии могли быть частью древних сложных церемоний. В пазырыкской культуре был обычай делать декоративные маски лошадей с огромными рогами и крыльями. Люди Сансинду создавали большие бронзовые маски животных с торчащими глазами и декоративным носом. Эти две культуры имеют схожее художественное выражение. Обратите внимание, что именно пазырыкская культура создала невероятный гобелен, изображающий богиню, держащую священный предмет, похожий на древо жизни, и похожий на бронзовые деревья Сансиндуи. На другом пазырыкском гобелене, датируемом 500 годом до нашей эры, изображено существо с человеческой головой, оленьими рогами, телом леопарда и крыльями. Посмотрите на ухо и рога этого существа. Разве они не похожи на те, что изображены на масках животных Сансиндуи? Возможно, маски животных Сансиндуи были созданы для каких-то деревянных статуй мифических существ. Прямоугольные отверстия в масках можно было бы использовать для крепления их к деревянным статуям. Это указывает на церемониальное качество этих предметов. Недавно в Сансиндуи были раскопаны еще 6 ритуальных ям или захоронений. Но бронзовых масок найдено не было. Одна из новых ям датируется почти на 1000 лет позже, чем 2 ямы с бронзовыми масками и бронзовыми деревьями, которые были раскопаны в 1986 году. Поскольку ритуальные церемонии всегда проводились периодически, возможно, что новые ямы были созданы для гораздо более поздних церемоний. Хорошо, маски людей или божеств и маски животных, вероятно, использовались для церемоний и ритуалов. Но в то время древние китайцы, жившие на центральных равнинах, не практиковали такого поклонения божествам. Вдобавок к этому некоторые артефакты Сансиндуи не отражают древних китайских обычаев. Например, трость, украшенная рисунками животных и покрытая золотой фольгой. Я думаю, что это, вероятно, был скипетр, который был символом высокого ранга и социального статуса в древних степных или индоиранских культурах. На этих фотографиях мы можем увидеть аналогичную концепцию и дизайн. Идея оборачивать золотой фольгой узорные изделия была распространена среди жителей Сансиндуи и степей. Пазырык является частью скифской культуры, а скифы пришли на смену андроновцам, которые были индоиранцами. Андроновская культура представляла собой собрание подобных степных культур бронзового века, начиная с 2200 по 900 год до нашей эры. Андроновская культура и исходные с ней степные культуры состояли из двух сообществ. Одна группа была в значительной степени мобильной, а другая группа осела в деревнях. Вопреки распространенному мнению, сельское хозяйство действительно играло важную роль в экономике степных культур. Скитаться по степям или жить в деревнях, вероятно, было личным выбором. Недалеко от восточной степи и Горного Алтая находится бассейн Тарима, который сейчас представляет собой сухую и бесплодную пустыню. Но когда-то в ней было несколько оазисов. Здесь археологи нашли рыжие и другие светловолосые человеческие останки. Эти люди жили в этой местности примерно от 4 до 2000 лет назад. Анализ ДНК показал, что родительская Y-хромосома – это R1A1A, что указывает на индоевропейское происхождение. В то время как материнское происхождение смешано с большинством из Южной Сибири и Центральной Азии. Это согласуется с результатами ДНК андроновских погребений. Говоря о тесте ДНК, генетические исследования захоронений в Сансиндуи и его преемнике в городе Цзиньша держатся в секрете. Рядом находятся еще 2 кладбища, датируемые эпохой неолита, ранней бронзовой эпохой. Говорят, что одно из них очень хорошо сохранилось, и проводятся анализы ДНК. Это было 5 лет назад. Но до сих пор никаких известий. Это еще больше усиливает подозрение, что кто-то скрывает информацию. Следовательно, результаты ДНК должны быть противоречивыми и могут бросить вызов общепринятому мнению. А если у народа Сансиндуи также была Y-хромосома R1A? Это означает, что родительская родословная была индоевропейской, а не восточноазиатской. Бронза Сансиндуи возникла еще до китайского бронзового века.
И если эта передовая культура была создана не древними китайцами, а некоторыми посторонними, это действительно вызвало бы много споров. Вернемся к таримским захоронениям, которые подробно изучили китайские исследователи. Они заявили, что этот регион вошел в бронзовый век раньше, чем центральная китайская равнина. Основываясь на обычаях погребения и результатах анализа ДНК, некоторые ученые предположили, что люди Тарима 2-4 тысячи лет назад были частью андроновской культуры. Это можно дополнительно подтвердить археологическими находками. Преемники андроновской культуры, скифы, жили у гор Тяньшань и Таримской котловины более 2000 лет назад и оставили группы захоронений с характерными скифскими артефактами. Скифы были мастерами бронзовой металлургии, а также земледелия и животноводства. Они изготавливали бронзовые украшения, оружие и инструменты. Они носили шерстяные накидки, конические фетровые шляпы и волосы, заплетенные в косы. Кстати, на нескольких бронзовых масках в Сансиндуе также есть косы. Древние люди Тарима ели сыр и ездили на четырехколесных колесницах. Это характеристики степной культуры. Коридор Хекси– это полоса земли, соединяющая Таримский бассейн и центральную китайскую равнину. У этого коридора с юга Тибетское плато, а с севера пустыня Гоби. Он служил важнейшим маршрутом из Северного Китая через Таримский бассейн в Среднюю Азию для торговых и военных предприятий. Коридор Хекси был усеян оазисными культурами с бронзовыми технологиями, такими как Сиба и Циция. Культура Циция была датирована по углероду 2200-1600 годами до нашей эры. Бронзовые наконечники копий, металлические ножи и топоры, обнаруженные в этом регионе, по-видимому, указывают на раннее взаимодействие между сибирской и среднеазиатской культурами, в частности, с семинско-турбинской культурой. Некоторые китайские исследователи полагают, что Цици и Сибу получили бронзовую металлургию от степняков. Судя по артефактам, возможно, что и люди Цици и Сибу также были частью андроновской культуры. Более того, многочисленные древние китайские записи подтверждают, что коридор Хекси и дальше на запад были тем местом, где жили пасторальные степные люди, примерно до 200 года до нашей эры. На этой карте мы видим, что Сансиндуй близок к Цици, и обе культуры существовали одновременно в течение 500 лет. Эти два региона, вероятно, взаимодействовали друг с другом, потому что у них были общие артефакты, такие как семинско-турбинские бронзовые наконечники копий, замысловатые бляшки из бирюзы с инкрустациями, нефритовые артефакты и керамические изделия. Между прочим, глиняные сосуды на трех ножках, как полагают, происходят из кочевых скотоводческих культур, которые жили к западу от Древнего Китая. Сансиндуй расположен на западном краю бассейна Сычуань. Этот бассейн со всех сторон окружен горами. Скотоводы построили множество поселений и процветали в этой области в течение нескольких тысячелетий. Некоторые из их артефактов демонстрируют влияние на них культуры Цици. Это означает, что еще в эпоху неолита между коридором Хекси и бассейном Сычуань существовали межрегиональные торговые пути. Следовательно, люди могли мигрировать в бассейн Сычуани через горные долины, проходя через коридор Хекси. Как я упоминала ранее, несмотря на то, что андроновская культура относится к степной культуре, на самом деле было две общины. Одна практиковала кочевой образ жизни, а другая оставалась оседлой и занималась земледелием. Люди, которые жили в бассейне Тарима и вокруг него, не только имели ту же генетическую примесь, что и андроновские общины, но и имели одну и ту же культуру. Археологи называют их мастерами-металлургами, земледельцами и скотоводами. Люди Тарима могли передать свои знания в области металлургии поселениям Цици в коридоре Хекси. В то же время сам регион Цици был связан с бассейном Сычуани еще со времен неолита. Сансиндуй находится в бассейне реки Сычуань и сосуществовал параллельно с Цици на протяжении сотен лет. У них были общие артефакты, которые явно происходили из степных культур или находились под их влиянием. В результате вполне возможно, что более 4000 лет назад группа центральноазиатских или алтайских кочевников вошла в бассейн Тарима, прошла коридор Хекси и достигла бассейна Сычуань. Весь этот процесс мог занять длительное время и продолжаться на протяжении многих поколений.
Они ездили на лошадях и колесницах. Они обладали передовыми знаниями в области бронзовой металлургии и земледелия. И они, вероятно, переняли новые навыки в своих путешествиях. По пути они общались, торговали и, вероятно, создавали семьи с местными жителями. Они любили схематический стиль в искусстве и создавали необычные бронзовые артефакты. И они несли с собой свою уникальную культуру и обычаи. Поскольку они были фермерами и пастухами, их миграция вполне могла быть связана с поисками идеальных земель. Они поселились в бассейне Сычуань. В этой теплой и плодородной равнине, окруженной горами, которые служили естественной защитой. Эти люди, вероятно, имели смешанное происхождение из Европы, Средней Азии и Северной Азии. Они могут быть частью андроновской или родственных культур. Также возможно, что культура Сансинду представляла собой композицию из степной и местной культуры. Они сохранили некоторые из своих традиций, такие как символ дерева жизни и поклонение божествам. Бронзовый век – это период, характеризующийся динамичной миграцией с востока на запад. Частым обменом товарами, животными и инструментами, а также обменом инновациями и технологиями между различными группами населения. Наряду с этими взаимодействиями в ранних цивилизациях Евразийского континента произошли обширные изменения в повседневной жизни и социальных структурах. В частности, в Китае наблюдался быстрый рост населения и поселений от позднего неолита до бронзового века. Это подготовило почву для революционного развития китайской цивилизации и образования ранних государств в Древнем Китае. Люди, построившие цивилизацию Сансиндуи, внесли свой вклад в этот исторический процесс и оказали глубокое влияние на множество древних культур. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Это любопытное существо. Я Тина. А в мире еще много загадок. Но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.